Всем привет! Меня зовут Влада4, Глент, Серега. Сегодня, ребята, мы познакомимся с вами поближе. Сегодня вы узнаете информацию из нашей реальной жизни. Реально, что мы друг о друге думаем, у кого какие прикольчики, секретики и как мы видим друг друга со стороны. Короче, ролик будет очень кайфовый. Присаживайтесь, досматривайте ролик до конца, потому что сегодня мы снимаем игру «Кто из А4 Челлендж». Правила простые. Задается какой-нибудь вопрос. Кто чаще пердит на съемках? О, я знаю. И вы должны написать. Это Глент, Серега и... Что? Клянись. Клянусь, это вообще... Это свое имя, Глент, ты должен был свое имя. Что? Почему нет? Это факт. Это Глент. Я? Этот человек газует больше, чем кто-либо. Это неправда. Ну и короче, вы поняли формат этого ролика. Прямо сейчас перед началом ставьте лайк. Ну, так говорят, интереснее смотреть. Ну а мы стартуем. Так, вопросы нам будут подсказывать из-за кадра, а мы вам их озвучивать. Итак, первый вопрос. Кто из нас вероятнее всего может попасть в автомобильную аварию? Легкотня. Такс. Я знаю. Ребят, ну давайте так, точно не я. Что вы там пишете? У меня готово. Сейчас. У меня тоже. Не, ну тут очевидно, тут есть много факторов. Все, я готов. Давайте, раз, два, три. Да. Странно, да, у человека нет прав пока что, но это Серега. Да. Да, были моменты, когда мы на закрытых площадках, где вообще нет ни одной машины, ни одного препятствия, Серега садился за руль. Серега едет, вот так вот крутит направо, смотрит налево. Чуть не сбил остановку. Глент вообще все время ездит по 60 км в час, даже где можно 100, просто он вообще. Факты. Свои быстрые машины я уже продал, поэтому... Нужны новые. Да не, я думаю, что все будет. Ну что, двигаемся дальше. Следующий вопрос. Кто из нас популярнее всего у девчонок? Блин, не, ребята, у нас как бы это вопрос с подвохом. Короче, ну, ребят, меня жена смотрит. Я не могу ничего писать. То есть написано, кто целуется больше всех с девчонками. Просто популярнее и все. Все, я написал А4. Я тоже написал А4. Вика, я тебя люблю. Осуждаю и не поддерживаю такие Просто смотри, высказывания. с Глентом больше всего фанфиков, с Глентом больше всего всяких таких сторисов. Это все вранье. В окружении, где есть девочки, всегда Глент как-то веселится, такой раскрепощенный. Вика, что ты такое? Что ты несешь вообще? Что ты врешь? Я, наверное, с позиции просто, что половина аудитории подписчиков канала — это девочки. Вот, давайте сейчас проверим. Аудитория и... ну вот, мужчин 52%, а девочек 48%. И получается 18 миллионов девочек. А девочек тупо убавилось, я помню, их было 51. Реально, девчонок было больше. Ну что-то ленится, наверное, кнопочку подписаться нажимать, а пацаны газу дали, педальку Все урвались. Вы чё? поднажали. Девчонки, вы это, ну, кнопочку подписаться-то нажмите. Так, следующий вопрос. Кто тратит больше всего денег? Ну да. Так, ну я знаю ответ. Я думаю, что это... Фу, слава богу, я тоже А4. Ребята, я супер экономный. Я вообще экономлю на всем, кроме еды. Посмотрим расходы за май. А у меня там какие расходы? Расходы за май. Я боюсь. Не-не-не, у меня все нормально. Ну, у меня 1 226 889 рублей. А подождите, а что так много? Подождите. Я что-то не понял. Рестораны и кафе, я что ем вообще? Я золотую икру ем. Не заходи, ты сейчас испортишь состояние. У меня все скромно, 397. 3 ляма. Ну, О, ну конечно. Мы статистически подбили и победила 4. Или проиграл, тут непонятно. Кто вероятнее всего съест еду, которая упала на пол? Мне кажется, у нас таких нет. я тоже так думаю. Почему есть? Ну, смотря что, если это леденец, который изо рта, то как бы, ну, навряд ли. Но если это там булочка... Ладно, Серега сам себя сдал. Я написал Серега. Я написал Глент, потому что я вот, ну, много раз спала, ел еду, мне как бы нормально вообще. Я подчеркнул, спала, когда именно она упала, только что. Там 5 секунд не прошло. Да, я 5 подобрал. секунд, правило 5 секунд. Вот такой вопрос. Давайте дальше. Так, вопрос следующий. Кто из нас троих мог бы стать киллером? Тут все легко тоже, вот на поверхность. Все эти, знаете, как факторы, киллеры, они есть. Интересно послушать Сергея. Все, у меня есть ответ тоже. Готов. Я тоже написал А4, потому что... Ну, я пару раз видел, как ты злишься. Поэтому я думаю, что... Ну я хороший солдат. Просто вот. Я хорошо выполняю приказы, любой сложности. Понял, вопросов нет. Ну, я замечал за собой. Я просто занимался хоккеем 10 лет, а там есть тренер, который говорит, бегайте 12 километров с колесом на спине. И ты такой, так точно. И побежал. Кто вероятнее всего прыгнет с парашютом? Все, у меня ответ готов. Переворачиваю? Да, раз, два, три. Оба.
А почему я? Я же такой прыгал смелый. уже. Но ты уже просто прыгнул. Но если представить, что вот 2 года назад отматывал. А, нет, 2 года назад все. Вот. Ну, короче, я бесстрашный в этом вопросе. Мне кажется, много людей прыгало, статистика там нормальная. Ну вот я раньше боялся, но если так думать, то думаю, реально не страшно. Я себя такими же мыслями, когда перед полетом на самолете. Типа, ну самолеты летают в день, их там миллионы штук. Кто боится на самолетах? Ребята, ну камон. Че, следующий вопрос. Итак, кто вероятнее всего расплачется на фильме? Кто самый сентиментальный получается? Я вот, например, так в жизни, наверное, не плачу, но в фильме, может быть. Я готов. Давайте. Это легко. Глент, ну да, это я, ребята, я очень легко могу расплакаться. Я, короче, на «Мстителях» 2 раза плакал. Вопрос, кто может начать драку? Драку у нас не было ни одного случая потасовки, драки. Подожди, разве не было? А, да, все, вспомнил. Я уже написал, ну тут тоже все на поверхности. Все, я готов. Я тоже. Погнали. Вот все, что касается каких-то эмоциональных действий, порывов, это вот Глент. Человек-эмоция. На каком А основании? еще Глент рассказывает всякие истории, он же из района там. И там постоянно какие-то стычки, потасовки. Там Ребят, вот это вот. ребят, не надо так меня позиционировать, что я прям из Ну, а кого ты района. написал? Влада, он хоккеем занимался, он дрался, и я пару раз видел, как он злится. Я же еще раз Это говорю. в детстве, да. это Ну вот спортивно. резлиться и драться это другое немножко. Не, я вообще не конфликтный. Ну, короче, у нас не было каких-то прецедентов, чтобы четко ответить, кто из нас самый драчун. Короче, драться это очень плохо. Да, вопросики надо по-другому решать, реально. Кто в ближайшее время набьет татуировочку? Блин, здесь как будто вообще нет вариантов. Ты вообще собирался? Я не буду говорить, сами думайте. Я думаю, это Глентини. Я тоже Глентини поставлю. Конечно, это Глент. Г. Спасибо. Я думаю, это Глентини, потому что у него уже опыт татуировки есть, вроде бы удачный. Были мысли, но нет времени этим заниматься. Я бы, может быть, и набил бы, но просто очень лень. А я в детстве хотел набить себе панду с клевером. Ну, я не знаю, был малой, мне было лет 15, думаю, блин, панда, клевер. Вот куда-то на руку. Я так рад, что я этого не сделал. Реально, вот типа до лет 20, до 21 даже лучше татуировочки пока Вообще, пропускать. Ну, реально, забейте. совет. Кто самый пугливый? Ну... Объективно я знаю ответ. Я даже вот сразу напишу. Вот сейчас... Не, это вообще не обосновано. Я жду аргументов. Любой ролик с Любой ролик с квестом. квестом, реально. А что вы за больное? А квесты это только одно место. Так это проверка на пугливость. Да, там я самый пугливый, но вообще по жизни. Ну я же, Окей, мало а всего. объясни по жизни, что Серега, ты постоянно всего очкуешь. Ни одного примера не слышал. Сейчас я вспомню что-нибудь такое. Глент. Да блин, ну это несправедливо. Да, у нас ну. травма на квесте, тебе надо будет когда-нибудь доказать обратное. Ну я не люблю такое. Ну по жизни я бы не сказал, что я самый пугливый. Хотя не, я такой, да. Следующий вопрос. Кто ваш любимый персонаж на канале А4? Ох, тяжело. Вот именно персонаж. Ну, любимчик, любимый герой. Ну смотришь на него такой прям, ну блин, веселый, забавный. Чувствую, мы сейчас поругаемся. Не понял. У меня не я. Я кое-что придумал. Поворачивайте, поворачивайте. Что, заблюрено, что ли? Ребята, а давайте ответ на этот вопрос я загружу в свой телеграм-канал. Извините, ребята, но, блин, нужно вам всем подписаться на мой телеграм-канал. Ссылочка есть в описании или просто в поиске в телеграм напишите Влад Бумага 4. Так что, ребята, пожалуйста, подписывайтесь. Ну чё, смотрим? Кто первый снимется в кино? Ну я тут вот так вот сразу. Я думаю, потому что постоянно какие-то есть предложения, приглашения, где-то там кусочек снять, где-то целый фильм. Но пока на это реально нет времени. Ролики на первом месте. Ну мы все очень ждем. И если вы тоже ждете, поддержите в комментариях. Там А4 в кино. Может, вы даже этот процесс как-нибудь ускорите. Кто из вас, вероятнее всего, инопланетяне? Это изи просто. Ребята, вот, пожалуйста. Что? Нет, Серега, 100%. Раньше я каждый день говорил, что он не с нашей планеты, что он вообще инопланетянин, потому что вот он не умеет жить на нашей планете, я вам говорю. Каждый день как заново. Кто больше всех следит за внешним видом? Ху-ху. Это что? Ты? Я? Да ё-моё. Это Глент. Что? Я если на съемке я даже прическу не ставлю, у меня постоянно вот эта шапка на голове. Если бы мы вот вырезали все моменты, где Влад поправляет волосы на съемке, мне кажется, у нас бы был бы ролик реально на 24 часа. Один раз поправляю. Да, конечно. Перед каждым кадром просто. Ну, наверное, я еще всякие шмоточки ищу постоянно. Да, вот 100%. Ну, наверное, я, да. Ты что вообще написал? Я под белые шорты надеваю серые носки. О чем вы говорите? Ну с носками, да, у него проблемы есть. Я на улицу, бывает, выхожу в шлепках и в носках. И иду нормально, мне, все хорошо. Кто, вероятнее всего, будет задержан полицией? Эх, ребята, вы вот прежде чем клеветать, вы подумайте. Я знаю. Человек, который уже был неоднократно. Неправда.
Ну тут да, тут, к сожалению. Это не повод для гордости, но у меня постоянно что-то такое происходит. Есть такие моменты, знаете, когда мы что-то там обсуждаем, вот я иногда чувствую, блин, совесть вообще не разрешает. А в эти моменты Глен такой, да не, это не я, знаешь, типа он постоянно, не, мужики, не докажете. Вот, кстати, в воскресенье на меня сотрудник полиции хотел вызвать полицию, представляете? Были разногласия по поводу правильности документов. Ну, то есть ничего криминального, я был прав в любом случае. Но на самом деле, чтобы вы понимали, мы вообще ничего такого не делаем. Типа быкуем, как-то там ведем себя. Но вот такой просто ответ. Кто, вероятнее всего, отправится в кругосветное путешествие? Опять же таки, вопрос и ответ супер очевидный. Все? Да. Все, я готов. Блин. Что ты пишешь? Я кругосветку, ребят, да Ну, мне из нас одной троих. страны хватит. Из нас вот троих. Вот кружок сделать. Объехать мир. Ты видел меня? Я кроме Турции нигде Ну не ладно, хочу. ему просто шезлонг и солнце. Ну, просто в разных местах. Нет, вот представь, вот кому из нас могла бы прийти такая мысль? А что если по кругу планету объехать? Если так, то это мне. Дайте ему полгода, и он созреет. По нами уже идет. Да, с барсеткой представляю, в такой в шляпе, чисто круглый. Кто может сделать пластическую операцию? Я уже ответил. Вот ответ не заставил себя очень долго ждать. Среди нас нет таких. Я по звуку услышал. Но у вас нету объяснений. Что? Подожди, но у меня ни разу в жизни вообще я вам не говорил, что меня что-то не устраивает. Меня это сподвигло, что ты недавно делал себе операцию на нос. Ну, как бы это чтобы... Да, и Это- он, это и не он- меняет и ты внешне. что-то говорил про нос еще тоже. Вот. Я делал операцию на нос, но она была внутри носа. Внешне ничего не менялось. Это просто для того, чтобы лучше дышать. Не, ну в любом случае, я думаю, что из нас всех точно ты. А вот теперь, пожалуйста, я требую объяснений вот за вот это вот. Ну точно не Серега. Точно не я. Я вообще при чем здесь? Не знаю, мне кажется, ты мог бы... Нос, например, уменьшить. Ты что, офигел? А тебе что не нравится? У меня нос — это моя гордость, ты чё? Я мечтаю, чтобы мне из-за моего носа дали скидку на рынке когда-нибудь. Мне кажется, я бы максимум вот родинки бы ударил. Ну все, начинается, видите? Ну, Ну, всё это понятно. родинки, ну, потому что если это просто, да? Просто у меня реально вот здесь вот появилось, вот здесь там есть какие-то две точки были. Отошел. Кто мог бы не принимать душ в течение недели? Ну чего? Да, давайте. Глент, все правильно. Серега? Ну, бывали такие времена. Не, слушайте, у меня на самом деле я вообще супер неопрятный человек. Я только с возрастом начал понимать, насколько это важно. Раньше, вот когда я вот был с лет 12 до 17, я был вообще орком настоящим. Я мог там 3 дня не мыться. Нормально, все хорошо. Не, ну сейчас уже понятно, когда вырос, понимаешь, что такое гигиена. Просто мне раньше батя говорил, волосы надо мыть раз в неделю, потому что ты смываешь жир с кожи, и она не защищена. А тело раз в 2 дня. И я такой думаю, реально, бать, спасибо. Кто забывает важные даты? Пожалуйста, ребята, пожалуйста. Ну, давайте будем честны. Ну я, наверное. А4, вообще 100%. Серега, объяснись. Я просто не знаю дату своих родителей, день рождения. Осуждаю максимально, не поддерживаю. Я вспоминаю ко времени всегда, но чтобы так меня ночью спросить, разбудить, когда я такой, где-то там в мае. А что, почему А4? Вот ты вот вообще... Нет, он как бы забывает до момента, пока она наступила. Ты знаешь, он потом такой, да ну нафиг, у тебя днюха, что ли? Скоро уже, да? И вот у него постоянно такой вот реально, вот это уже совсем скоро, да? А, ну есть такое, да. Кто первый погибнет в зомби-апокалипсисе? Ну давайте только рисовать реальную картину мира. Серега. Серега. Я думаю, он такой, ой, забыл зарядку для айфона, ой. А потом Глен такой, ну, он засыкует самый в угол, спрячется и будет сидеть ждать, там помрет в углу. Влад, естественно, там придумает какие-то схемы, как там обойти, все. Я просто реально забуду зарядку, дверь забуду закрыть. Выйдешь на улицу, о, человек с дрявой головой, здорово! Кто мог бы сняться в реалити-шоу? Реалити. Так, в реалити-шоу, то есть это что-то Не, по подожди, ну кто реалке? мог бы, любой мог бы. Давайте, кто, наверное, выглядел бы там самый так естественно. Ну, типа, как-то вот. Ну, у меня есть вот, аргументы. Хотя даже непонятно, это вообще плюсы или минусы реалити-шоу. Что такое реалити-шоу? Это Дом-2? Типа, да, все в камерах, вся твоя жизнь в камерах, ты вот просто существуешь, общаешься, конфликтуешь, там, миришься. Короче, я голосую за Сергио. Вот честно, я думаю, что я бы Это вообще Глен, идеально вообще влился, Глен. потому что, ну, я вот... Мне кажется, он живет под камерами. Ну да, во-первых, стримы, то есть это же тоже как бы реалити-шоу, это раз. Ну и во-вторых, в целом, ну а что, Серега, вот реалити-шоу, вот... Но, Серега, смотри, я думал о том, если бы человек расслабился, ну полностью, типа, и все, и попер чисто сниматься, знаешь, без остановки. Серега бы мог, он там что-то бы выдал, что-то, ну он был бы смешным. Ты бы тоже мог бы расслабиться, но не факт, что ты бы прям вот идеально бы подошел, знаешь, под каждое шоу. Я был бы тюленем. Кто смог бы побриться на лысо?
Ну, естественно, Глент. Ну и он практически лысый. Да я вообще с легкостью бы побрился, ну просто не хочется пока что. Тем более у него еще и был опыт, он был лысеньким. Да, вообще спокойно, это очень удобно, очень приятно. Я бы просто для жизни, вот если не нужно было бы сниматься, ну просто как эксперимент. Они же все равно вырастут, правильно? Ну просто как эксперимент почувствовать вот это вот. Посмотрел, лысого. Нормально, походил бы. Ты бы выглядел как знак геопозиции. У тебя вот здесь вот острый, ну, подбородок, и круглая голова. И ты был бы как геопозиция такая, честно. Кто может потратить много денег на что-то глупое? Это не глупо. Слушайте, на самом деле, я вообще не помню, чтобы кто-то из нас совершал прям глупые покупки. Ну да. А нет, я знаю. Хотя, ну как сказать, это даже не глупая покупка, это, ну, типа, все правильно. Сумка Луи Ви, 3000 бачей. Ну да, я могу, короче, потратить деньги просто на что-то, что визуально прикольно. Вот стул, допустим. Вот этот стул, вот он простой, да? Но стоит он где-то, ну, $2000, может, 3. Больше было, я помню. Но он реально дорогой, и я его купил, потому что прикольный. А вот Владу можно, лапши на уши навешал и все. Не, мне никто не вешал, я на сайте выбрал. Но я еще люблю открывать, открываю стулья и открываю вкладку «Самое дорогое». Ну, мне кажется, что оно, значит, самое лучшее, логично. Это же. просто вот человек вот постоянно, у него Самый все лучший сайты. подход, самые качественные материалы, самая хорошая компания, это же логично. Мне Влад иногда, помню, один раз помогал выбирать машину. А нет, квартиру, помню, помогал мне выбирать. Просто я сижу, что-то там экономлю, Влад заходит просто сразу сам. Вот это хорошее бери. Я говорю, конечно, хорошая. Она стоит в 6 раз больше моего бюджета. Хорошо бы жил. Ну, короче, да, я люблю дать на фигню всякую. Ну, не на фигню, я радую себя так. Кто из нас бы жестко провалил бы экзамен? Я знаю. Вот я знаю, вот 100%. Экзамены. Так и быть. Я написал я. Я тоже написал ты. Да? Я бы завалил. Не, Владос бы завалил Он бы 100%. там тактику нашел, не знаю, через одну ставить. Не-не-не-не. Тест — это такая штука, где ты уже тактику не найдешь, где применяется только знание. Не, я ни одного вообще экзамена не завалил. Ни разу на пересдачах не был. Вообще никогда. Кто из нас мог бы написать книгу? О. Вообще, мне кажется, тут нет варианта ответа. Ну, типа, кто бы из нас? Ну, вот. Вот если вот надо было вот прям сесть и написать. Да ну, не знаю, ну, единственное, только что из-за того, что это очень муторная работа, что-то писать, мне кажется, вот Серега бы с этим справился. Я написал, это я неусидчивый, но у меня есть мечта, я однажды напишу как книгу, не знаю, вот мне даже 50 лет будет, я сяду за написание книги. У меня просто фантазия дикая, мне кажется, я бы написал на 100 страниц. Кто может пролежать в кровати весь день? Весь день в кровати, ну не. Вот я знаю, наверное, тут как бы вот Я. буква Г, я уверен, вот я уверен. Я знаете, что понял в своей жизни? Что нужно вот себя понимать. И вот если ты реально хочешь отдохнуть, отдыхай. Не надо вот это через себя, что-то работать. Я все время об этом мечтаю, ну, полежать на кровати. Но и хватает просто на час-два, и все, и уже. Короче, вот когда не было какого-то успеха, я так не мог делать. Но как только я понял, что ну, уже типа что-то у меня есть в голове, что-то я понимаю, как надо делать, я понимаю, что мозгу надо давать отдохнуть. Я вот могу лежать. Да, но сам факт, что просто в горизонтальном. Изи. Кто из нас верит в сверхъестественное? Серега, я тоже хочу написать Серега, потому что это вот единственный человек, который может поверить в сверхъестественное. Просто он вот это сверхъестественное не будет, он скажет, да не, это норм. Да, наверное, я тот человек, который может поверить, что есть что-то произойдет. Ты в моей жизни такое много раз Все, бывало. не слушайте. Просто Серега. Просто Серега. Кто из нас доживет до 100 лет? До 100 лет, блин, ну это долгая цифра. Я даже не буду скрывать, я сразу заспойлерю, потому что я уже 1000 раз это говорил, это Серега, потому что он из нас самый спокойный, у него нервы. 24. Почему? Потому что он постоянно проверяет здоровье, все. Да все нет, чекает, это там, все да, фигня, будет всё это все поправлять. фигня, ребята, это вообще... Я думаю, что тоже Серега, да, потому что он самый не нервный. Да, люди, которые спокойны, они долго всех живут, вот реально, вот Серега самый спокойный. Ну, спасибо, ребята. Кто из нас в течение 24 часов, вероятнее всего, закажет пиццу? Я просто заказал уже. Да, ты уже сказал. Да, Маргаритка едет. Окей, но я думаю, что Серега любитель. Пицца тайм. Я черепашка-ниндзя. Кто из нас мог бы стать преподавателем в школе?
Тоже, мне кажется, на этот вопрос нет ответа. Не, мне почему есть, мне кажется. Ну вот какие из нас преподаватели? То же самое, ну, как Влад, он любит все расписать, Если бы поучить. нужно было. Ну, не знаю, я тоже напишу А4, но я, мне кажется, вообще ни в какой вселенной. Если бы надо было. Ну так мне не надо. Но если бы надо было, я бы вообще справился с удовольствием. Кто из нас в ближайшем будущем купит мотоцикл и будет ездить на нем? Мотоцикл. Блин, вот это, конечно... Почему-то кажется... Что ты написал, Глент? Я тоже написал Глент. Но у меня скутер был, я вообще такой, да, я люблю двухколесный транспорт, поэтому я бы мог, 100%. Кто опоздает на важное мероприятие? На важное мероприятие. Важное. На важное. Это вот именно важное. Я дал ответ. Ну вот у меня прям в голове это рисуется. Вот я прям вижу, как кое-кто опаздывает на супер важное мероприятие. Я самый пунктуальный человек на земле вообще, мне кажется. Кто сегодня позже всех приехал на съемку? Кто сегодня не спал всю ночь, ребят? Да не, Глент, мне кажется, он очень такой пунктуальный. Серега. Мне кажется, я более такой легкомысленный, типа, подумай, что, без меня же начнут, я подъеду там и все. Он любитель опоздать. Кто из нас мог бы сдать друга? Не, я думаю, никто. Я бы не сдал, ребят, ну реально. Ну я думаю, это очевидно. Да я так. Че, офигел? Что? Да мне он там Глент написал. Да нет, Сергей, ну давай по-честному. Я написал Серега и Глент. И не А4. Ну нет, ребята, надо выбрать одного. Ну я тоже написал просто на Глента, чтобы не на себя. Я не сдам друга. Мне кажется, Серега, ему вот только вот паяльничек-то поднеси, он сразу все расскажет. сразу. Ну потом я расскажу Гленту, что я рассказал, потому что мне паяльник. А, видите, он Все, бы рассказал. вот и все. Ну и Глент, А я что? ну тебя если нужно присунуть. Неправда. Мне кажется, ты себя бы никогда не сдал. Ну себя точно. А другого? Когда вот моральный выбор. Не. Да потом бы объяснил, ты бы нашел слова, как объяснить. Слушай, ну, нифига Серега, я- ты понимаешь, нет. что там... По программному коду не положено мне вот что-то вот такое сделать. Серега даже он такой вот по характеру, по внешнему, что он ябеда. Если вот нас всех бы троих вот в милицию привели, сразу бы вот этого очкастого к нам. Я наоборот друзей защищаю. Кого-нибудь другого могу Ты бы сдать, сидел бы а брал, друзей да, перед защищаю. полицией? Я бы сказал, ну, честно скажу, вот забирайте меня, я ничего не скажу. Да. Кто сохранит спокойствие во время урагана? Блин, ну тоже вопрос, конечно. Ураган, вот мы троем стоим. Я ни разу не был в урагане, я не знаю, как себя поведет. Спокойствие во время урагана не сохранит из нас никто вообще, невозможно. Да мы все бы обделались. Ну, как будто бы кажется, да, но если судить на предыдущие какие-то моментики экстренных ситуаций. Нет, просто есть разные экстренные ситуации. Если это природная катастрофа, то там как бы вообще у нас такого еще ни разу не было. Я написал Серега, потому что, возможно, вот просто чисто теоретически у него сработает что-то в голове. Он такой, да ладно, ничего страшного, ребята, все хорошо. Ну, у меня то же самое, не знаю, как на самом деле, но я подумал, ну, может, действительно, так я спокойный человек, у меня включится, типа, то пройдет ураган, это же ураган, он проходит. Я написал 4. А я люблю такие, как будто, ситуации. Не знаю, я себе в голове постоянно представляю, что я такой, так, ребята, слушаем сюда. Но мне кажется, я вот так вот как будто поступлю. Я сразу такой, давайте сюда быстренько, это возьмите, это перехватите. Кто из нас больше всех сидит в телефоне? Это вообще, мне кажется, тут ответ. Ну, мне кажется, да. Ну, мы можем потом это, кстати, проверить. А, кстати, да, у нас статистика на телефоне. Я вот 1000% уверен, что у тебя, Влад, Влада больше 4. всего, 100%. Ну, просто реально. Я думал, Серега. Ну, я... Но Серега все как будто свободное время что-то залипает, что-то смотрит, играет там или что-то Ну, делает. может быть, как будто бы я сначала тоже подумал на себя, но потом подумал, да не, мне кажется, Влад. Чуваки, у меня 4 часа. Ну, может, Что? Подожди, что за бред? Не-не-не-не-не. Да нет, ну смотрите, я просто сижу в Телеграме много, переписки всякие. У меня 5 часов 46 минут, это с учетом... 10, 10, 7. Ну вот, уже меньше. А у меня, смотрите, у меня 4 часа. 4, 5. В 2 раза больше Ну ладно, Серёги. Влад, наверное, часто отвлекается, но он просто переписывается, а я могу и Wild Drift 13 часов. Серега где-то, да, долгие сессии у него. А я что-то, я зашел, 3 минутки, чук, и все. Не, у меня 5 часов. Все равно у тебя больше. У меня меньше всех, ребят, чем Блин. у вас. Я говорю, я много сижу, но по чуть-чуть. Давайте я раскрою тайну. Я сделал со своим телефоном такую штуку. Я удалил все приложения, возможно. У меня остался только Chrome, потому что его как будто нельзя удалить. И Telegram. У меня 2 приложения только. Все, я просто залажу как будто по делу, что-то поотвечать. Кто чаще всех опаздывает на съемку? Берем за все время канала или, допустим, за последний месяц, за 2-3 Ну, кстати, за этот год, наверное. За этот год, за последние 2 месяца я вот сразу напишу, мне хватит. Не, ну секунды. если брать тайминг, мы всегда опаздываем. Ярый представитель просто- этой... Ну ты не опаздываешь, ты задерживаешься. Ой!
По-другому. Головешка просто сидит. Ну не знаю, это невозможно. Это вот просто опоздать. пресс-секретарь, Ну реально. как какой-нибудь президент может опоздать на встречу? Же он назначил встречу, задержался, подождали его, ничего страшного. Я думаю, если написать в поиске в Телеграме «Сори, проспал», там сообщение 15 будет, где Влад в этом месте. Но я объясню. Бывает так, что приезжаешь вовремя и реально еще приходится сидеть долго, потому что что-то там подготавливать, что-то делают. Это стратегический ход. То есть это как бы он не опаздывает, что типа блин, а просто такой типа я знаю, во сколько выехать надо, и все. Реально, вот секу поляну. Не, ну на самом деле, да, вот уже... Вот скажите, когда мое опоздание стало когда-то проблемой? Ну как будто ну может и разочек там, но прям чтобы вот вообще капец, такого не было. Уже с опытом съемок ты знаешь, что вот этот ролик точно не начнется вовремя. Можно спорить на любые Но деньги. так у нас вообще с опозданиями, чтобы мы прям такое вот, из-за этого проблемы, да, там что-то кто-то прогорает, вообще такого не было. А если что-то важное и с ограничением по времени, мы вообще стабильно. Как Дисциплина. Кто из нас чаще всех ноет, что устал? Подождите, перед тем, как вы что-то напишете, ребята, вот давайте за последние полгода возьмем. Ну и ничего не изменилось. Нет, вы офигели, что ли? Ну, за последние полгода я ни слова не сказал. Что так боишься? Так вот тебя на суд выставляют. Нет, я просто к тому, что, ну, сейчас я уже реально, вообще не, вообще не. Еще вот год назад, да, я вообще там, каждый день ныл, но сейчас... Манипулянт. А нифига, я напишу Серега. А я вообще ни разу не говорил. Нифига, Серега, нифига, вот. Не знаю. Да не, нифига. Да, блядь, вот Серега больше. признайся. Ну бывает такое, Это, да. может, ты об этом не говоришь? А Но ты как ощущается будто на твоем лице. под это... Ты бы с удовольствием отдохнул. Может быть, ты про усталость не говоришь, но говоришь про отпуск. Вот сейчас поеду в отпуск. Да, там, но так, флюиды отдохну. есть такие, что ты вот... Да нет, вот Серега конкретно говорит, я устал, я лег в 9 вечера. Вот он так говорит. Я один... Это просто про недосыпы и все. Ну, на самом деле, у нас сейчас вообще никто не ноет, что мы устали. Вообще. Конечно, лето сейчас тем более. Мы еще постоянно внутри какие-то новые схемки там придумываем, как нам работать более экологично. И мы имеем в этом успех. Поэтому у нас все четко. Ну что, ребята, это был последний вопрос. Надеюсь, вы досмотрели этот ролик до конца, кайфанули. Мне кажется, мы провели клево время. Вообще супер раскрылись, мне кажется. Обязательно, ребята, тыкните лайк. Ну а с вами был я, меня зовут Влад 4, Глен, Серега. Всем пока!